предыдущих сериях я рассказывал про то, как мы добирались из Красноярска в Удачный, где закончились круглогодичные дороги, а дальше по зимнику Анабар попали в Ерун-Хаи, самый северный поселок Якутии на 72 градусе северной широты. Это самая крайняя точка в Якутии, куда можно добраться на обычной гражданской технике зимой. Дальше же нам предстояло преодолеть почти 500 километров полнейшего бездорожья по рекам и тундре к точке старта экспедиции в Хатанге. Волок по тундре закончился, и мы вновь вышли на реку. Теперь это был Попегай, один из притоков Хатанги. В былые годы на реке бывало по несколько метров труднопроходимого снега, но в этом году повезло, и местами были даже приличные участки выдутого льда. На реке Попегай мы заехали к нашим давним знакомым в поселок Новый Попегай, или как его еще называют, Сопочное. Нам рассказали, что очень сложно в этом году с бензином для снегоходов. Мужики не могут нормально заниматься ни рыбалкой, ни охотой. Такие вот дела. Ну вот, мы в Новорыбной. От Ерун-Хая дорога заняла 2 дня. Сейчас мы встречаемся здесь с нашим знакомым Алексеем Попковым. Вот, поговорим по поводу топлива на обратную дорогу. Туда у нас топливо есть, а вот обратно топлива у нас нет. И нам надо будет, в общем-то, выйти с Челюскина, решить вопрос по заправке где-то примерно литров 500-600, чтобы дальше уйти на Сендаска, например. Или в Якутию сразу же. Пока не знаем. Вот. Все. Сейчас буквально здесь еще 15-20 минут. И мчим на Хатанг. До Хатанга остается 150 километров. И в Хатанге мы планируем оказаться часа через 4. Вот. То есть у нас вся дорога до Хатанга от Ерун-Хаи должна занять 2 дня. Привет всем! Мы добрались до Хатанга. Вчера днем делали здесь дела вовремя как раз, потому что сегодня четверг, и четверг и пятницу обещали первую пургу за несколько месяцев в Хатанге. Да и только в Хатанге, но и в принципе на Таймыре. Дело в том, что с января здесь стояли морозы очень сильные, 40-50, даже 60 градусов. И не было пурги. Вот. А это первая пурга за несколько месяцев. И вот нам не повезло, мы в нее попали. Так что вместо запланированного дня мы здесь, видимо, пробудем пару дней. Пока пурга не пройдет. Видите, да, что творится на улице? Молоко. До 20 где-то 8 градусов. И ветер, порывы до 20-25 метров в секунду. В общем, набило переметы. Но есть хорошие новости. К пятнице, к субботе опять понижение температуры. А это значит, что мы можем ехать дальше. Вот, а пока иду вниз. Сегодня обслуживание машины. Проверить, подтянуть ступицы. Посмотреть, откуда масло подкапывает. ГУР. Сегодня у нас день самообслуживания автомобилей. Стас рядом, я здесь, в боксе. Не очень жарко, плюс 3 градуса. Ребята спустили погреться. Вот. Проверили ступичные, остановили шланчик блокировки заднего дифференциала. Он оборвался. Капли масла. У меня весь двигатель забрызган маслом был, после того, как даванул масло из забитого, примерзшего сапуна. Вычищать бесполезно, потечил самовар на ту датку. Несмотря на то, что мы берем топливо Арктику сейчас, вот, и решил еще включить самовар якутский на ту датку. Осталось что сейчас? Значит, отогреть до конца редуктор рулевой. Он у меня очень сильно гнал жидкостью ГУР. Вот. Кое-что по салону осталось подделать. Вот. Пневматику залил спирт, так что теперь мы не будем перемерзать. Ну и, наверное, почти все. Здесь навести марафет, немножко протереть внутри двигателя. И мы готовы выезжать, но выезжать мы не можем, потому что на улице метет. Вот, наверное, мы сегодня
После обеда вечерком заправим машины. Вот. Пока не знаю, может быть мы оставим здесь, а может быть мы и около дома. Вот. Стас тоже поедет, посмотрим, что там Стас делает. Стас сейчас сам расскажет, чем он занят. Вот. Стас занимается самоварением. У него тут кулинарный процесс идет. У него нет хода. Аппарат, да. Глаза! Стас варит самописатор. Проверяем. Вот такой процесс. В общем, здесь мы уже где-то 2,5 часа. Еще немножко поработаем и все. Поедем, возможно, заправляться. Надо будет посмотреть, как расположить топливо на крыше, как расположить топливо на запаске. Примерим сейчас канистру. Вот, немножко приберемся в салоне. И все, мы готовы ехать. Вот тут, кстати, вот много воды приехало. Видите, да, остановилась. Пурга продолжалась уже несколько дней, и по прогнозам кардинального улучшения совершенно не предвиделось. Взвесив все за и против, решаем, что дальше ждать больше нет смысла, и будем пробиваться на Таймыр, как только температура опустится до минус 15 с нынешних минус 3 градусов по Цельсию. Сегодня мы выехали из Хаттенги. Сегодня на календаре уже 13 марта. В Хаттенге мы пробыли 2 дня полных. Обслужили машины, заправились топливом. На выходе из Хаттенги мы взяли 570 литров. В Хаттенге топлива нет. Ну, нет совсем. В этом году вообще очень сложно с любым топливом здесь, в этой части Таймыра. Есть топливо летнее, есть топливо демисезонное, есть топливо зимнее, а Арктики ее официально нет. Да и такого топлива тоже нигде нет. Если покупать у кого-то там с рук, то можно нормально так налипнуть на какое-нибудь демисезонное топливо, которое вас минус 20 обездвижит где-нибудь километрах в 300, да, от ближайшего поселка. И что вы будете делать, ну, одному богу известно. При этом цена на такое топливо колеблется от 60 до 80 рублей. Вот считайте, да? Нам до мыса Чилюскина от Хаттенги в одну сторону почти 1100 километров. 1100 километров абсолютно дикого, абсолютно необжитого, абсолютно как бы малоисследованного пространства не только там в нашей стране, но и во всем мире. И из этих 1100 километров ровно посередине на озере Таймыр есть рыболовецкая фактория. И на самом мысе Чилюскин работают геологоразведчики. То есть вот считайте, 500 километров, да? 500 километров без какой-либо помощи, без связи, без топлива. Рассчитывать приходится только на свои силы. Соответственно, мы с собой взяли по 340 литров на машину. Этого нам должно хватить, наверное, где-то до Таймыра, до озера. Там мы сделаем заправку. А дальше как пойдет? Мы пока не знаем, какой будет расход. Мы не знаем, что здесь с реками. Мы пойдем по рекам. Весь маршрут на Чилюскин у нас будет проходить по льду рек с небольшими волоками. Есть альтернативный маршрут, которым ездили 3 предыдущие команды за всю историю, да, автомобильных путешествий. В 2013 году было 2 газона, в 2016 году была 1 L200 с Аней Елкиным и с Андреем Меньшиковым. И в 2019 году была эстонская команда. Так вот, все эти 3 экспедиции выходили с Хаттенги на Чилюскин по льду Карского моря. И вот в последний раз, в 2019 году, потеряли одну машину. Машина утонула в несколько десятков километров от мыса Чилюскин, попав в трещину.
Мы решили не испытывать судьбу и на последнем участке идти не по морю, а идти через материк, через горы Борангас. Это, между прочим, самые северные горы в мире, так же, как и самый северный лес. Все расположено здесь, на Таймыре. Есть, правда, момент, что идти по льду моря гораздо проще, чем идти по льду рек. И второй момент. По морю гораздо ближе, почти на 250 километров. Но, тем не менее, мы, взвесив все за и против, решили, в общем-то, риск с морем устранить. Тем более, в этом году море замерзало очень поздно. Навигация по Северно-Морскому пути закончилась, представьте себе, только в конце января. То есть до конца января навигация по всему Северному пути от Ямала и до Чукотки происходила без ледокольной поддержки. 2 дня в Хаттенге была пурга, мы пережидали ее, даже не столько обслуживали машины, сколько переждали пургу и, конечно, сидели в интернетике. Когда мы еще посидим в интернетике-то теперь? Даже понятия не представляем, не имеем, да, сколько у нас может занять дорога до Челюскина, 1100 километров в один конец. Это может быть и неделя, может быть и 2 недели, а может быть и 5 дней, не знаю. Все зависит от того, насколько задуты реки, все зависит от того, насколько у нас будет надежная техника и, в общем-то, как бы вопрос о погоде. Мы очень надеемся, что март будет такой же зимний месяц, холодный, с морозами, с ясными днями, и это нам позволит доскакать очень быстро. Вот уже мы проехали 60 километров, идем по новая, чистая, лед практически везде. До Саблера остается нам меньше 400 километров. Посмотрим, что получится дальше. Несмотря на то, что с утра было молоко, сейчас ехать вполне комфортно. Чем выше мы поднимались по реке Новая на север Таймыра, тем уже становилось русло, и тем больше снега было на нашем пути. Он отнимал наше топливо, время и силы. Мы пробовали разные тактики езды, менялись ролями ведущий и ведомый, и постепенно, километр за километром, уходили вдаль от цивилизации. Я сейчас топчу бездонный снег. Под нами, наверное, 2 метра снега. Снег крупа. Здесь река переметена прям наглухо. Но резина едет. Машина сейчас на давлении почти в 1 атмосферу. Это очень много. Просто дальше опять будет лед, и мне не хочется накачиваться. Поэтому потихонечку там давление. Пойма реки Новая. Настоящий лес тут. Луга. И вот мы добрались до Аремас, самого северного леса в мире. Уникальное место. Добраться сюда ой как непросто, ведь расположен он на 72 градусе северной широты, тогда как во всем мире северная граница лесов определяется 68-й параллелью. Площадь леса всего 156 квадратных километров, но в нем обитают около 110 видов птиц и животных. И это при том, что зима здесь длится с конца сентября до начала июня.
Деревья в этом лесу достигают высоты 5-7 метров, а возраст некоторых из них насчитывает 150 лет. Лесной массив вытянут вдоль реки Новая всего на 20 километров, а ширина его не превышает 4 километров. В лесу обитают росомахи, белки, куницы, зайцы, дикие утки. Из древесных пород здесь растет только лиственница даурская. Точно такая же обитает на называемом полосе холода Баймякёй. Погода продолжала ухудшаться и поднималась низовая пурга. Постепенно видимость упала до нескольких десятков метров, и мы превратились в настоящих вездеходчиков, которые ездят по приборам и картам, загруженным навигатором. Мы вышли из Новой, и дальше началась тундра. Низовая пурга никак не унималась. Мы приняли непростое решение встать на ночевку. Подъем был назначен на 5 утра. Погода не изменилась. Увы, делать нечего, и мы решаем биться дальше. Нормально все. Дядь, а как пройти библиотеку? Нужен портал магический. Какой-то, как минимум. Денис, сейчас мы тебе переставим пикор, короче, и ты вообще не захочешь тут ехать, просто. Местные водители из геологоразведочной партии называют Кокору гнилым озером. Лед озера настолько коварен и непредсказуем, что за многие годы под воду ушел не один грузовик, вездеход и трактор в этих местах. Сегодня второй день движения из Хатанги в сторону Челюскина. Вчера мы прошли 190 километров, встали на ночевку в 11 часов вечера. По прогнозу, вчера должна была быть переменная облачность, все хорошо. Ну, как бы молока нам никто не обещал, однако большую часть дня, к сожалению, в общем-то, мело. Температура скакала от минус 10 до минус 25. В общем, было весело. Тем не менее, мы прошли свои положенные 190 километров. Сегодня встали в 4:30 в надежде, что Наст встал. Можно ехать более уверенно. Там на небе, в общем-то, чисто, но не тут-то было. Проехав пару километров, стало опять мести. Ну и, в общем, низовая пурга не прекращается вот уже 6 часов. Молоко. Мы идем по озеру. Второе озеро мы уже штурмуем. Прошли тундру. Первый участок. До озера Таймыр остается по прямой где-то 70 километров. Мы прошли с утра уже больше 50. В общем, настоящий Таймыр. Таймыр нас встретил той погодой, которой он и славится. В общем, переменчивая. Тут меняется она буквально на глазах. От минус 20 до минус 30 с ледяным ветром, что отмораживает руки. Ну, в общем, Таймыр. Вот, везде, где мы едем, есть следы хозяйственной деятельности человека, балки брошенные какие-то, бочки. Но это не удивительно. Эта часть Таймыра, она, в принципе, так или иначе местными жителями используется для промысла летом, конечно же. Вообще, Таймыр очень интересное место. Это один из самых таких вот малоизученных регионов не только нашей страны, но и мира. Вот. Здесь одни из самых древних вулканов на планете и одна из самых древних горных систем в Быранге. Вот мы сейчас к Быранге приближаемся, и изменчивость погоды связана именно с Быранги. На озерах пока мы ехали с прибором Пикар, наблюдали трещины. Вот, хорошо, что мы их не видели, мы просто видели их на приборе. Едем в молоке весь день, в абсолютном, то есть это такой Silent Hill. Едешь просто-напросто как бы по навигатору, ощущаешься водителем вездехода и
понимаешь, что ощущают вездеходчики, сидя в своей железной банке и перемещаясь по обычному навигатору по треку. Собственно, мы делаем то же самое. Там как бы не слушайте никого, здесь никаких зимников, конечно же, нет. Есть едва читаемая колея, по которой ходят на озеро Таймыр, на Факторию. Да и, собственно, все. Но, как понимаете, колея заметенная, в общем-то, после пурги, это, в общем, ничем не лучше, чем обычно, да и хуже обычного наста. Ну и потом КамАЗы здесь ходят на Факторию очень редко, может быть, проходят там раз в неделю, раз в 2 недели, не больше. Ну, вот такие вот заструги на озере очень жесткие, их не видно. Это все из-за молока. Машину надо аккуратно проводить, но иногда вот пропускаешь такие моменты и не виден объем, ну и, в общем-то, прыгаешь на кочках. Ох, так, все, едем дальше. Были моменты, когда впереди идущую машину было не видно и в 10 метрах. Были моменты, когда и не видно было практически перед машиной, не настолько плотное было молоко, но это и не важно. Но мы едем по треку. Сегодня планируем дойти до Саблера. На Саблере у нас будет заправка. Дозаправка. Надеюсь, что мы придем не с пустыми баками, мы придем на остатки топлива 80-90 литров. Там топлива очень мало на Саблере. Вот, и наша задача взять как можно меньше. Ну, в общем, очень интересно. Ждем, опять же, хорошую погоду, чтобы поднять дрон, посмотреть, как все здесь красиво. Вообще, с дроном здесь, наверное, мало кто летал. И мы хотим показать вам классные кадры. Что вы хотите сказать о своем путешествии? Я хотел спросить, а почему ты в очках до лазерного уровня? Не можешь поймать горизонт? Здесь есть горизонт. Честно говоря, я никакого горизонта, кроме трека, не вижу. Белый горизонт. Белый Ты его горизонт. не видишь? Салют Есть? сделал. Как тебе дорога? На Отличная. Челюскин. Зимник, говорят, построили. Хороший зимник, Да, фишкованный. кстати, но не только вешки. Перед нами идет бульдозер, его просто периодически задувает, поэтому не Да, видно. нам тут... Выделили. Нам тут знакомые сказали, что на Челюскин мы проложен зимник в этом году. Техника ездит, мужики гоняют, в общем, пикет стоят, кофе наливают. Ну вот уже сколько, 250 километров пытаемся найти хоть один пикет, хоть одного мужика, гоняющего на бульдозере. Да, прохладненько что-то, ветерок такой. Да. Че, погнали? Погнали. Путешественники. Так выглядит Таймыр. Озеро Кокора. Балок на берегу озера Кокора на Таймыре. Стоят весы, бочки традиционно. Вот такие весы. Пойдем посмотрим, что здесь есть в балке. Летом здесь хорошо, наверное. Балок занесенный. Баня. Даже дверь.